Приветствую, друзья! Продолжаю анализировать резонансные события в мире, и сегодня разберу важную новость из Германии, которая затрагивает миллионы жителей страны. Судьба Deutschland Ticket вновь оказалась в центре внимания. Однако теперь его отмена маловероятна, так как представители СДПГ и блока ХДС-ХСС, несмотря на предвыборный скептицизм, сумели все-таки достичь договоренности о продолжении действия проездного. Но, как и ожидалось, без изменений не обойдется, и начиная с 2027 года цена билета будет постепенно повышаться. Это связано с теми намерениями правительства уменьшить финансовую нагрузку на государственный бюджет и увеличить долю расходов, покрываемых обычными пассажирами. Согласно официальному документу, который был подготовлен рабочей группой по транспорту, инфраструктуре, строительству и жилью на 2025-2026 годы, стоимость Deutschland Ticket останется на уровне 58 евро в месяц. Это означает, друзья, что в течение ближайших 2 лет проездной останется доступным по текущей цене в 58 евро в месяц, а вопрос его подорожания будет отложен. Если поддерживаете эту идею, ставьте лайк под видео. Однако с 2027 года механизм финансирования изменится, и предполагается поэтапное повышение стоимости проездного билета. В документе указано, что рост цен будет происходить шаг за шагом и социально справедливо. Это подразумевает постепенное увеличение стоимости с учетом уровня дохода населения. И здесь ключевым пунктом стало распределение расходов между федеральными и региональными властями. Введение новой модели финансирования должно обеспечить стабильность системы и снизить зависимость от дотаций из государственного бюджета. Это также создаст некоторую определенность для пассажиров, а также для региональных транспортных операторов, которые ранее выражали беспокойство из-за возможного дефицита финансирования. Но, несмотря на достигнутые договоренности, окончательное решение остается все же за партийными лидерами, которые продолжают обсуждать детали данного соглашения в рамках коалиционных переговоров. Окончательный вариант соглашения еще не утвержден, и обсуждение вопроса финансирования Deutschland Ticket остается открытым. Важно здесь понимать, что все предложения рабочих групп носят предварительный характер и зависят от финансовых возможностей государства. Я вам хочу привести пример, что в тексте предварительного соглашения между ХДС, ХСС и Социал-демократической партией Германии подчеркивается цитата: «Мы продолжаем консультацию о продлении Deutschland Ticket, а также о дальнейшем развитии и модернизации системы общественного транспорта». Таким образом, друзья, Deutschland Ticket остается доступным, но уже с 2027 года пассажирам в Германии стоит готовиться к постепенному росту цен. Вопрос лишь в том, насколько это повышение будет значительным и как оно отразится на пассажирах, особенно на тех, кто ежедневно пользуется общественным транспортом для поездок, например, на работу и обратно. Приведу вам для справки: сейчас федеральное правительство ежегодно выделяет 1,5 миллиарда евро для компенсации выпадающих доходов транспортных предприятий, так как стоимость большинства подписок на общественный транспорт раньше была значительно выше. В свою очередь, земли также предоставляют свои 1,5 миллиарда евро для поддержки программы, причем это финансирование обязательства закреплены в региональном законе. Однако для продления Deutschland Ticket после 2025 года потребуется внесение изменений в этот закон. Например, с января 2025 года, как вы знаете, стоимость билета уже выросла почти на 20%, то есть с 49 евро до 58 евро в месяц. Это изменение вызвало обсуждение о будущем проездного, поскольку его дальнейшее подорожание может снизить популярность среди населения. Например, с момента своего запуска, я напомню, это было в мае 2023 года, Deutschland Ticket позволял пассажирам без ограничений пользоваться всеми автобусами и пригородными поездами в стране по фиксированной ежемесячной цене. Данный Deutschland Ticket значительно упростил запутанную тарифную систему в сфере общественного транспорта, устранив различия в ценах между регионами. Перед парламентскими выборами представители Христианско-демократического союза ХДС и Христианско-социального союза ХСС избегали каких-либо однозначных заявлений о дальнейшей судьбе Deutschland Ticket.
Министр транспорта Баварии Кристиан Бернрайтер, возглавляющий конференцию министров транспорта, еще в феврале подчеркнул, что с точки зрения Баварии финансирование билетов должно полностью взять на себя именно федеральное правительство. По его словам, инициатива введения Deutschland Ticket изначально исходила от Берлина, и теперь земли не должны нести финансовую нагрузку за этот проект. Схожую позицию занимает и вице-председатель парламентской группы ХДС-ХСС Ульрих Ланке, который также является членом рабочей группы по транспорту в коалиционных переговорах. В декабре он отметил, что в вопросе будущего Deutschland Ticket существует пространство для новых решений, поскольку нынешняя модель имеет множество конструктивных недостатков и не обладает надежным финансированием. Политик также раскритиковал федеральное правительство за вмешательство в сферу, традиционно относящуюся к компетенции земель, отметив, что в нынешнем формате билет не учитывает интересы сельских регионов. Ланке подчеркнул, что личный автомобиль по-прежнему остается основным транспортным средством в сельской местности, где общественный транспорт развит гораздо слабее, и что система в ее нынешнем виде неравномерно распределяет выгоды среди населения. Этот аргумент особенно важен для жителей регионов с ограниченной доступностью автобусов и поездов, которые не могут в полной мере воспользоваться Deutschland Ticket, но при этом их налоги используются для финансирования этого проекта. В своем предвыборном манифесте Социал-демократическая партия Германии четко обозначила свою позицию по вопросу будущего Deutschland Ticket. В программе документа партии сказано, цитата, «Deutschland Ticket – это большой успех, который мы хотим сохранить. Наш приоритет – надежность. Мы стремимся сделать Deutschland Ticket доступным на постоянной основе». Конец цитаты. Таким образом, друзья, Социал-демократическая партия Германии открыто выступает за сохранение билета в долгосрочной перспективе, подчеркивая тем самым, что ключом к его успеху является низкая стоимость и удобство использования. Партия также считает, что фиксированная цена билета дает гражданам уверенность в завтрашнем дне и позволяет планировать свои расходы на транспорт. Поэтому СДПГ настаивает на том, чтобы стоимость Deutschland Ticket не росла и оставалась на текущем уровне. Однако, несмотря на это, коалиционные переговоры между СДПГ, ХДС и ХСС показали, что вопрос финансирования остается главным камнем преткновения. К обсуждению возможного повышения стоимости Deutschland Ticket подключились и экологические организации, которые активно поддерживают идею общественного транспорта как альтернативу личному автомобилю. Однако планы переговорщиков из Социал-демократической партии Германии и ХДС-ХСС вызвали у Greenpeace смешанную реакцию. Например, Лена Донат, эксперт по транспорту в Greenpeace, подчеркнула, что сам факт того, что СДПГ и ХДС осознают ценность Deutschland Ticket и хотят сохранить его, является положительным сигналом. Она сказала, цитата, «Хорошо, что союз ХДС-ХСС и СДПГ осознают, какое сокровище они получили в наследство с этим билетом и планируют его продлить», отметила Донат. Однако, друзья, по ее словам, сама логика резкого повышения цен вызывает опасения. Напомню, что цена билета уже увеличилась с 49 евро до 58 евро почти на 20%. Донат предостерегает правительство от еще одного скачка цен в ближайшее время, так как это может оттолкнуть людей от использования билета. Она подчеркнула, цитата, «Говорить о новом повышении цены сразу после значительного роста в начале года – это плевок в лицо гражданам. Это поставит под угрозу почти 14 миллионов действующих подписок». По мнению Донат, вместо очередного повышения стоимости Deutschland Ticket, новая правительственная коалиция должна сосредоточиться на доработке и расширении данного предложения. В качестве решения Greenpeace предлагает ввести еще так называемый социальный билет, то есть это специальный льготный проездной для малоимущих слоев населения. Кроме того, экологи настаивают на том, что необходимо не просто удерживать Deutschland Ticket, но и активно развивать инфраструктуру общественного транспорта. Донат считает, что если Германия все-таки хочет действительно добиться снижения выбросов углекислого газа и уменьшения зависимости от личных автомобилей, то главный упор должен быть сделан на улучшение качества автобусных и железнодорожных перевозок. Это означает увеличение количества маршрутов, улучшение интервалов движения
и расширение географии покрытия общественного транспорта, особенно в сельской местности. Друзья, ситуация с Deutschland Ticket развивается, и впереди еще много разных дискуссий. Как вы относитесь к повышению цены на проездной, или власти сами должны искать другие способы финансирования не за счет пассажиров? Напишите свое мнение в комментариях. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк, чтобы не пропустить новые важные новости. Спасибо за просмотр и хороших вам новостей.